Ну, вы понимаете, это какое-то заколдованное платье. Я перешила вот этот розовый. Я опять ошиблась. Блин, да что ж это такое? Я опять все это распускаю. В прошлый раз я не стала распускать, я распорола все нахрен. А теперь мне надо вот до этого места, потому что я начала вот этим вот шить. И я понимаю, что я ошиблась. Короче, я этот, наверное, угол оставлю на самое последнее. Я сейчас выщу вот этим темно-розовым, потом буду этим розовым, потому что я уже замахалась, честно говоря, 2 раза такие куски перешивать, а вот здесь вообще пропустила, крестики не закрыла. Да, что-то все пошло не так. Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии, вышивке крестом. И перед вами мирабилья, чай в саду. И как вы видите, как вы можете видеть, после последнего включения мне удалось 2 раза перешить вот этот кусок. Все-таки я его доделала и начать шить вот этот кусочек. Ну и что вы думаете? Оказалось, у меня закончилась эта нитка. Ну, как-то не понос, так золотуха. Вы понимаете, это как заколдованный какой-то этот самый. То я не могла закончить, у меня это без конца ошибалась, теперь у меня закончилась нитка. Ну, я уверена, что у меня есть этот 604. Я, наверное, его положила в петуха, потому что там в петухе, по-моему, то же самое есть этот цвет. И я помню, когда покупала, я писала, его было мало, и я еще подумала, мне не хватит на петуха и на мирабилью, надо брать побольше. И стопудово я взяла, надо посмотреть в петухе. А их отличная новость. Я восстановила сагу. Боже, спасибо Агите. Кто, может, смотрел, у нее был канал, она сейчас больше не снимает. Это из Литвы и девушка. И мы с ней познакомились, опять же, как я уже говорила, почему я так рада, что у меня есть канал. Мы познакомились именно через YouTube-канал и общаемся вот так замечательно. Она посмотрела на мои жалобы, что у меня накрылась сага, и помогла мне ее восстановить. И я такая довольная, потому что эти программы Кози, они, конечно, очень все замечательно. Там написано, что можно загрузить до 10 этих схем бесплатно, а потом надо либо абонемент месячный покупать, либо годовой абонемент покупать. Ну, как бы, я так подумала, а нифига ли себе, если сагу заплатил 1 раз, и привет, буфет, и ты пользуешься, и закачивай там хоть лопни. Ну и несмотря на то, что они пишут, что до 10 схем ты можешь закачивать бесплатно, у меня закачано 4 схемы. Я сегодня хотела закачать этого петуха, моего злосчастного, в маках. А она мне пишет, плати денежку. Я такая не поняла. Вверху написано, до 10 схем ты можешь заказать бесплатно. Я открываю, у меня 4 схемы закачано всего лишь. Я хочу скачать петуха, она мне платит, либо плати, либо ничего, либо выше сначала вот то, что ты скачала. Я понимаю, что тоже накачиваем мы этих схем дофигища больше, но все равно как бы ты положил уже на эту платформу свою схему и не паришься. Ну, ты знаешь, что она у тебя там. Поэтому вот с петухом у меня такая фигня и получилась, потому что я положила эту схему туда, я знаю, что она у меня есть, я освободила место в телефоне. И все. Ну, как бы так, ну ладно. Здесь, как-то не очень мне это все понравилось. Тем не менее, у меня уже там закачаны в Козе это мирабилья. Я буду, естественно, продолжать уже там. Не буду я перескакивать на сагу. Но, тем не менее, мне удалось восстановить петуха. И теперь я смогу продолжать вышивать петуха. Наверное, вот чем я и займусь. Я сейчас хочу поделать мою закладку
оформить, в смысле поделать. Боже, у меня сегодня какая-то косноязычная я. И потом посмотрю, если в петухе есть этот 604, эта ниточка, то я возьму и хотя бы вот этот цвет дошью. У меня что-то здесь такие крестики какие-то кривые, косые. Это я вчера вечером психовала, понимаете, когда уже в третий раз начала его перешивать. И у меня, видимо, от злости они то здесь сильно тугие, то здесь сильно слабые. Вот здесь, наверное, уже попустила, потом опять начала крыть, потому что нитка закончилась. Ну, короче, у меня там буря в стакане вчера происходила с этим платьем. Вот так, казалось бы, простой, и сколько у меня оказалось с этим дизайном сложностей. Но, тем не менее, лето замечательное, чудесное, у нас жара стоит, как вот говорится, куры хэкает и асфальт рэпается. 32 градуса, ну, понимаете, и вот в 32 градуса чем я решила заняться? Я решила испечь тортик, а чё бы и нет. Все равно жара, как говорится, мокрый не намокнет, какая разница, жарко так. Разжарим еще больше, включим духовку. У нас воскресный тортик по мотивам Шварцвальд. Как оно там? Черный лес. По мотивам, потому что это упрощенный, ленивый, скажем, черный лес. Если хотите повторить, пожалуйста, досматривайте до конца. Сейчас следом будет видеорецептик. Не буду в отдельное видео, потому что он там коротенький, маленький, очень простой. Сейчас покажу внутренности. Тарелку забыла. Вот там. Упс. Вот там у меня вишня, взбитые сливки и кофейный бисквит. Итак, для торта нам понадобится 4 яйца. Вбиваем его в чашу миксера и взбиваем до пены. Потом добавляем туда 150 грамм сахара и взбиваем до густоты, чтобы оставались следы от миксера. 100 грамм муки добавляем, просеиваем ее и просеиваем 3 столовых ложки какао. Хорошенько, тщательно все это перемешиваем и оставляем на несколько минут, чтобы какао растворилось, там не осталось зернышек. В форму диаметром 24 сантиметра выкладываем тесто и выпекаем в духовке 180 градусов 40-45 минут. Когда корж остыл, вырезаем его из формы и разрезаем на 3 пласта. Приготовим сироп. Сироп 100 грамм вишневого сиропа из варенья у меня, 1 столовая ложка кирша, не обязательно. Выпариваем алкоголь и еще горячим сиропом пропитываем все 3 коржа. Пропитывайте тщательно, не жалейте. 400 грамм сливок взбиваем с 80 граммом сахарной пудры до пиков. И теперь собираем тортик. На первый корж выкладываем ягоды, вишню, либо свежую, если вы ее съедите за 24 часа. И сверху прокладываем слой сливок взбитых. Следующий корж, повторяем процедуру, ягоды, взбитые сливки и следующий корж. На последний, на верхний корж выкладываем только варенье без ягод и обмазываем весь наш торт взбитыми сливками. Также по бокам очень хорошо промазывайте. И сверху посыпаем вот такой шоколадной стружкой. У меня готовая, вы можете сделать сами. И все, торт готов. Я умотала свою красавицу на прогулке в надежде, что она поспит. Она у меня очень мало спит. Мне кинолог сказал, что собачки такие должны 14-16 часов в день спать. А моя в 10 часов, если спит, в лучшем случае, то хорошо. Поэтому я ее оставила внизу и смылась наверх, чтобы она успокоилась и поспала. А я хочу попробовать что-то сообразить с этой закладкой, что сделать. Я решила тоненько, у меня старый сарафан, а задник, а он тонюсенький, какой-то полиэстер. Я, наверное, его сейчас проклею этим полиэтиленом и сделаю вот так.
А здесь я видела там в Пинтересе, там они обтрепали вот так, и вот такая бахромушечка осталась. Она так прикольно смотрится. Я подумала, мне тоже надо сделать. А вот эти краюшки обшить, ну, как я говорила, уже вот этими петельками. Сейчас попробую, если что получится. Я сначала, для начала сначала я хочу померить так, чтобы у меня было одинаковое расстояние от вот этого края. Так, здесь у меня 1,4 и здесь так. И здесь вот так будет 1,4. Сейчас я вытащу ниточку здесь. И по этой ниточке потом отрежу, чтобы у меня были одинаковые расстояния с обоих сторон. Так. И теперь отрежу. Так. Так, сверху я все-таки решила сделать вот таким образом. Я сделаю вот так здесь треугольнички. Здесь я сделаю такой, ну, как это называется, кисточку. А вот здесь сделаю, а снизу вот здесь сделаю обтрепки такие. Так, сейчас надо мне все проклеить флизелином. Ну что ж, я вырезала две такие полосочки, и я сейчас хочу их приклеить. Одну вот сюда оставляю. Внизу у меня будет бахрома. Так, здесь готово. Я не знаю, как себя поведет этот полиэстер. Я решила, наверное, я все-таки через тряпочку приклею его таким образом. Так. Ну вот. И теперь мне надо их сшить вместе и оставить здесь. Здесь я буду сшивать вот до этого места. Так, я, наверное, начну отсюда. Пристрочу так. Показываю, вам ничего не видно. Начну отсюда, я его пристрочу вот таким образом. Потом я оставлю здесь местечко для бахромы. Так, сейчас я обрежу все ненужное. Я хочу со всех сторон повыдергивать вот так ниточки, чтобы у меня была ровная, видите? Чтобы у меня была ровная строчка. И вот я уже погладила, и видите, она кривая. Если бы я ее строчила, как я это выгладила, она бы криво у меня легла. Тут здесь оставлю по сантиметрику с обоих сторон и выйму ниточки тоже отсюда, чтобы пристрочить. Главное, чтобы не захватить саму вышивку. Вот так вот. С одной стороны. И главное здесь сделать одинаково с этой стороны. Померяем. Так, у меня тут 4 миллиметра. Здесь самое вот это. Таким образом. Чтобы была ровненькая закладочка. Вуаля. Ну, теперь можно еще разок прогладить. Вот таким образом. Подтяну, чтобы она ровненько у меня лежала. Сейчас я прострочу, оставлю вот здесь не застроченное. И это я сделаю потом вручную. Потому что здесь еще будет петелька с кисточкой. Так,
пошла. Ну что ж, я прострочила со всех сторон. Я сейчас хочу вот так развернуть и все это разгладить вот таким образом, чтобы они у меня каждая на свою сторону вывернулась. Белое на белое, красное на красное. Так, снимаю вам все как есть, со всеми моими ошибками. Короче говоря, я застрочила здесь, оставила здесь дырку и начала выворачивать. Когда я вывернула, до меня дошло, я же здесь бахрому хотела оставить. Поэтому я распустила здесь. Сейчас я закрою вот здесь угол, а здесь у меня будет просвет, я выверну, и потом вот эту я просто подверну и застрочу сверху. И подверну. И останется для того, чтобы сделать бахрому. Ну вот я вывернула, смотрите, прикольно, да, получается, мне нравится. Сейчас я его быстренько разглажу, потом Не, наверное, я сначала вот здесь зашью вот таким образом. Или я зашью вот так вот. Наверное, я этим самым, как это называется, потайным швом вот это вот зашью и обтрепаю вот эти бахромушки, и будет мне счастье. А потом я же еще хочу вот этими ниточками сделать такие кружавчики, и здесь петельку как это? Господи, что со мной? У меня сегодня нет слов. С кисточкой, вот. Начала я вышивать здесь, не вышивать, а шить здесь вот эту каемочку. И мне что-то вообще не нравится, как она получается. Мне даже без ничего больше нравится, чем вот с этим. Наверное, я ее отрежу. Сделаю просто здесь шнурочек такой и эту, как ее, кисточку. Господи, почему-то все время забываю. Ну, вот так вот у меня получилось. Вот так я обтрепала. Вот это уже Лулу загрызла. Ну, на память будет. Ой, на секундочку отвернусь и привет. Поминайте, как звали, называется. Красота. Нет, это мне не нравится. Вообще колхоз какой-то получается, я отрежу. Та-дам! Итак, друзья, моя закладочка готова. Как вам? Вот такую я сделала веревочку и такой, как это называется, почему я это все время забываю, кисточка. И вот такая рюшечка я вот здесь подшаманила и как смогла заделала выгрызный кусок. И оно сейчас... Ну, конечно, не очень, как это было бы, если бы это было новым, как оно должно было быть. Но, тем не менее, получше, чем кусок отсутствовал. Такая получилась достаточно крупная закладочка. Вот она в книжке у меня вот так помещается. И вот здесь торчат бахромушечки снизу. Прикольно. Ну, я надеюсь, я ее не сдам вместе с очередной книжкой в библиотеку, и она мне будет долго служить верой и правдой. Задник я сделала вот такой. Это был сарафан, который я купила в Франции, когда мы ездили на отпуск, а я всю одежду забыла дома здесь на диване, на тремпелях. И мне пришлось купить сарафан, и я с дуру купила сарафан XL, когда я ношу M. И потом я из этого сарафана сделала юбку. Вот вверх отрезала, и вот этот кусочек будет мне напоминать о отдыхе на Лазурном берегу. Красота. И вот даже можно вот так видеть, и она как бы соответствует. Бахрома, правда, не соответствует, но ничего, зато здесь красиво. Вот такая история с закладкой у меня получилась. И у меня везде эти кисточки. Это на
ножничках кисточки. Ножнички с Алиэкспресса. Ну, так как это уже, можно сказать, готовая и даже оформленная работа, давайте же рассмотрим ее поближе. Как я вам уже говорила, и вы видели, это был бордюр из сэмплера, из книги про сэмплеры. И здесь я практически сама делала подбор по картинке, потому что то, что предлагали, мне не понравилось. Классно вышивать, потому что здесь нету бэка. Не классно вышивать, потому что, как вы понимаете, частая смена ниток. И это, конечно, ну вот представьте, это кусочек, тут 2 эти лилии, а на этом бордюре я посчитала, там их 11. Ну, представляете, вышить вот такой бордюр с 11 этими лилиями, ну и, соответственно, с этими 11 цветочками и листочками. Ну вот кто, как и я, не любит повторяющиеся элементы, конечно, это будет нудно. Ну а сэмплер сам классный. Ну что, я, чтобы не быть голословным, уж покажу этот сэмплер. В какой-то уже, не помню, раз я этот сэмплер покажу, но вдруг кто-то не видел. Вот какая красота. И нижний бордюр, он тоже очень красивый, смотрите. Вот здесь, мне кажется, это что? Нет, это крестики, это не бэкстич, это все крестики. Здесь бэкстича нету. И есть схема на вот этот букет в этой книге. И есть схема на вот этот букет. А вот на этот букет и на вот эти домики, к сожалению, схем нету. Ну, в этой книге есть еще... Меня кто-то в комментариях просил рассказать об этой книге, но я уже о ней рассказывала и как-то показывала. Здесь есть еще один сэмплер, в котором мне понравились очень сильно птички. Вот здесь очень красивые птички. Ну, я про другие птички сейчас вам покажу. Про каких я птичек вам. Вот эта база мне очень понравилась. Ну, да вот если сделать сборную солянку, там, допустим, вместо тех домиков вышить что-то другое. Здесь вот зверинец целый вам, пожалуйста. Так, ну, как обычно. Ага, вот они, эти птички, схема, и вот сами эти птички. Вот мне очень понравились эти птички. Вот, может, вместо этих домиков здесь вышить, но она какая-то совсем другая палитра. Ну, хотя можно подобрать. Это ж такое дело. Сэмплер, он и есть сэмплер. Что есть, то и вышиваешь. И потом, ну, здесь много интересных. А вот схемка вот этого букета. Ну, вот этот сэмплер, он мне больше всех понравился из всей этой книжки. Ну, хотя тут для любителей сэмплеров, конечно, здесь раздолье. На этот сэмплер здесь есть схемка вот этих веночков, схемка вот этих цветочков, схемка вот этой птички. А вот этой схемки здесь нету. Вот видите, здесь вот цветочки, розочки есть. Эти розочки. Ну, вот сюда можно розочки, они впишутся сюда, большие. Ну, тут розочки, сплошные розочки. Ну, одним словом, если я еще это так. И вот, смотрите, какая красивая птичка за голубеньким этим. Мне даже эта птичка больше нравится. И тоже на нее есть схемка. Здесь очень красивый алфавит. Разные. Так. Но опять я зависла на этой книжке. Я ее очень часто, честно говоря, пересматриваю. Хотя, как я уже говорила 150 раз, я не фанат сэмплеров. Это какой-то современный сэмплер. Вот современный сэмплер с Парижем. Ну вот. И вот что у меня получилось. Мне нравится, я довольна, что я вышила.
Ну, понятно, что сэмплер я буду, если буду вышивать, я буду вышивать на таком цвете сливочном. Мне хочется такой сливочный, красивый. Либо такой кофе с молоком. Ну, сливочный мне больше нравится. Хотела поблагодарить всех девчонок, которые отозвались на мою боль утерянной саги. Мне написало столько девочек и предложили помощь, как ее восстановить, найти, все загрузить. И большое вам всем огромное спасибо, что вы не остались равнодушны. И, конечно, самое большое спасибо Агите, я уже говорила. Я теперь с сагой. Так что можно продолжать. И хочу я продолжить петуха. Я так страдала. Я по второму кругу его купила, так что буду вышивать петуха. И, слава богу, там была скидка 50%. Ну, хотя бы это. Гуляем в парке в дурдоме. И тут все гортензии голубые. Смотрите, какие красивые. А у меня наоборот, все гортензии розовые. Ну, там говорят, за счет кислотности почвы это все зависит. Но все равно так интересно. Я, естественно, ничего не буду заморачиваться. Вот розовые у меня цветут и хорошо. Но голубые тоже очень красивые. Смотрите, какие прелесть. Вот. Жарюка у нас. Но сегодня ночью был ветер. Моя красавица всю ночь бесилась из-за этого ветра. Не знаю из-за чего. Не давала никому спать. Да, Лулу? Тремендина. Мы приехали на озеро покупаться. Смотрите, какое семейство утячих. Шествует за мамой. Жанночка уже накупалась. Не ешь траву. Зацвело табачное дерево. Оно очень красивое и очень большое. Но у него очень хрупкие ветки. И при сильном ветре они ломаются. Красивые цветы. Такая качелька, где можно почитать и повышивать. И тут моя пена морская. Миллион белых роз. У нас сегодня такой чудесный вечер. У нас не холодно, не жарко. Такая приятная температура. Мы вон после озера сушим наши купальники. И я сижу на улице. Смотрю ютубчик, флосс-тюбс, точнее, вышиваю. Помощница у меня здесь тут помогает вовсю. И вот я нашла 604 номер, как я и предполагала. Он был в петухе, в коробке. Вот в этой. И я вот этот кусочек платья дошила, как вы видите. Вот видите, когда не психуешь, когда в хорошем настроении, у тебя и крестички ровненькие получаются, и все красивенько выходит. У меня осталось немножко ниточки, и я как раз вот эту ниточку здесь дощу, здесь какой-то цветочек, и возьму, наверное, петуха пошью все-таки. Хочется мне его пошить что-то. Стала на минутку, отошла. Птичка улетела, место пропела, как в детстве говорились. Все, территория занята. Мадам, я могу присесть или нет? Ехали по делам в Лугано с мужем. Здесь на парковке остановились, и тут такой красивый вид. А этой парковке позавидует любой миллионер. В гостях у подружки, посмотрите, как у них классно. Это такая гостиная. А вот здесь такой шикарный вид на озеро Лугано. А вот здесь кухня, столовая.
А вот здесь кухня. И вот здесь у тебя кабинет, да? Прикольно. Шикарно. Приветик всем снова и здравствуйте, как говорится. Показываю вам, что мне удалось отшить на мирабилье. Я, как вам уже показывала в предыдущем включении, я вышивала вот этот розовенький. Ну, как-то я зацепилась, и пошло еще вот этот темно-розовенький я отшила. И шью я себе спокойненько, и тут получаю сообщение, ну как не сообщение, а комментарий под предыдущим видео. Девушка меня спрашивает, а что насчет черного цвета? Там в схеме, мол, дан черный цвет, 2 значка. И, по-моему, там какие-то крестики типа вышиваются петитом. А я вышиваю по саге, я, честно говоря, там пару раз сравнила с оригинальной схемой, и потом даже не заглядывала. Думаю, вот, блин, неужели я, гляньте, черного-то у меня здесь прилично уже навышивато. Я думаю, боже, я, наверное, что-то опять накосячила, надо что-то будет переделывать. Достаю схемочку эту, ну, оригинальную, и смотрю. Короче говоря, черный цвет у нас здесь... Вот он, 310. И, как вы видите, здесь 310 только единственный значок. Есть еще... Ой, извините, качнула вас. Есть еще бэкстич 310. Ну и все. И думаю, ну, может, там что-то написано, я не прочитала, я же инструкцию читаю в самый последний момент, когда уже ошибаешься. Ну и тут написано, что вышивается на 32-м каунте, на льне, бла-бла-бла, ла-ла-ла. Вышивается в 2 нитки через 2 нитки. Ну и размер вышивки, и размер самой этой ткани. Смотрим здесь... Cross-stitch instruction, ну, инструкция здесь написано DMC и Karen Water Liddits вышивается через 2 переплетения полным крестом. Тра-та-та. Сначала типа бленды вы составляете по 1 нитке каждого цвета. Маленькие символы вокруг бэкстича показывают четверть крестиков. Вот здесь четверть крестиков показывает вокруг бэкстича. Я там начала смотреть. Здесь бэкстича совсем немножко. Вот видите, на дамочке здесь. И здесь вот, видите, вот здесь эти четверть крестиков идут. Но это не на черном. Вот здесь у нас еще бэкстич. На черном цвете, насколько я вижу, у нас нету ни мелкокрестика здесь, петита здесь вообще нету, я могу сразу сказать. Есть четверть крестиков в руках у дамочек. В лице там, наверное, будет. Да, в лице будет у них. Вот здесь в лице, видите, тут есть. Ну, чтобы носик, губки, там все получилось. И в ручках. Вот здесь, видите, четверть крестики. А петита здесь нет. И насколько я первый раз мирабилью вышиваю, так что я могу ошибаться. Знатоки мирабильи, подскажите, пожалуйста, человек спрашивает. Ну, я до сих пор вышивала все полным крестом. Вот здесь у меня все в полном кресте. Ну, потому что здесь еще, собственно, нету ни рук, ни лица. И вот ответ на вопрос.
Кто профессионал в Мирабиле, пишите в комментарии, будет полезно не только мне, а и всем остальным, кто прочитает и у кого интересует этот вопрос. Выносит Мирабилья аппетит отдельной схемкой, либо она в общей схеме печатается. И, насколько я видела отшивы Мирабильи, девочки сами там по своей инициативе вышивают петитом лица и руки. А она дает полным крестом. Вот такие дела. Ну и я шила. Потом думаю, я же хотела взять своего петуха пошить в конце концов. А здесь так же хорошо, знаете, оно ж шьешь, ниточку взял, до конца дошил, следующую ниточку взял, до конца дошил. Хорошие такие эти самые зашивочки здесь большие. Только когда я вот здесь ошибалась, когда перестала ошибаться, оно все так замечательно, хорошенечко пошло. И отрываться не хотелось, честно говоря, от этой Мирабильи. И можно было бы, конечно, продолжать, но мне что-то кортило этого петуха взять. Я взяла петуха, и тут я застряла. Это называется, вот пока шьется, шеет то, что шьется. Нет, надо что-то другое придумывать. Покажу сейчас петуха. Так, взяла я петуха, и, значит, у меня, если вы помните, вставлю картинку, что там у меня было, потому что особо оно не отличается от того, что было. Я вышила вот за вечер вот этот бутончик, вот эти стебелечки, и вот здесь вот эту полосочку этого стебелечка, потому что в этом бутончике это типа джасмен. Здесь 8 цветов, чтобы вы понимали. 8 оттенков зеленого. Вот. И живите с этим, как говорится. И понятное дело, что я 2-3 крестика поменяла, 2-3 крестика поменяла, 2-3 крестика поменяла. И, естественно, это очень долго. Ну и в этих веточках даже можно так визуально увидеть, что здесь 1, 2, 3, 4, 5 цветов я уже вижу. Так что... Конечно, скорость здесь резко я затормозила. И, как я уже сказала, удалось мне вот это вот все вышить, и все. Все равно вот такие, настолько они яркие, эти цвета, ты когда смотришь на эту палитру, думаешь, боже, это какой-то сюр будет, это какой-то будет, такие цвета яркие, оно как-то ни в тын, ни в ворота. Но в итоге посмотрите, какая красота получается. Просто великолепно. И мне нравятся эти яркие цвета, и ими вышивать. Так что вот такие вышивальные у меня новости. А в предыдущем кадре я вам показывала дом моей подруги. Это кто смотрит меня давно, мы с ней на лыжах ездим кататься. Они снимали сначала квартиру в центре Лугана, а потом там хозяева то ли будут сами жить, там то ли ремонт будут. Короче говоря, они съехали с той квартиры, и вместо квартиры Лулу, пойте, не скреби, извините. Тут читательница пришла почитать. Они переехали в дом, в частный дом на двоих этих, на 2 семьи, короче говоря. И они с одной стороны, и так классно, я говорю, да, еще и лучше, чем вы в той квартире жили. Там у них и терраса есть, на террасе и гриль, и диванчики они поставили. Это моя кошка ходит туда-сюда и вас качает. И, в общем, очень классный, супер. Мне понравился их дом. И вот они так переехали в этот дом и довольные и счастливые. Все. Конец предложения. Ну, Вени, Пупи. Вени? Варда? Вот мы команду ко мне вообще не знаю, к кому это ты обращаешься. Я здесь занята, называется. Вени, дай! Варда! Вени, Лулу! Ну что ж, друзья, я к вам с отчетом по моему
замечательному петуху в маках. Посмотрите, как я тут расстаралась. Я после последнего включения вышила вот эти бутоны и начала уже вышивать голову петуха. Видите, вот здесь это гребешок, а дальше пойдет здесь носик и голова. И я, честно говоря, не знаю, сколько у меня процентов отшито, потому как так чуть-чуть переместилась. Потому что я не знаю, я сейчас в саге, ну, на восстановленном этом, то, что я вышивала, я удаляла, ну, в смысле заштриховала вот эти маки, вот эти бутоны, вот это перо, ну, вот это, соответственно, то, что я вышила последний раз. Вот эти бутоны. И вот здесь одно перо хвоста. А вот это вот еще я не зашила. Ну и вот с тем, что я сейчас уже удалила, у меня показывает 35%. Ну, наверное, с вот этим будет 40%. Ну, еще много. Но я надеюсь все-таки, что дальше будет полегче, потому что дальше там будет идти сам петух, а петух там тоже вот по принципу вот таких полосок вышивается. Здесь будут вот так, как бы перышки, вот так. И это будет гораздо легче. Ты берешь нитку и ее дошиваешь до конца, потому что здесь, ну, наверное, вот бутоны – это самое трешовое, что здесь есть в этом дизайне, потому что здесь до 10 цветов разных, и ты их без конца меняешь. Тут 5-6 крестиков поменял, 5-6 крестиков поменял. Вот раз, два, три, 4, 5 белых поменял. Там 5 вот таких светло-зеленых поменял, 5 вот таких желтеньких поменял, коричневеньких 3 поменял. Ну вот, знаете, и это ж естественно замедляет. Я уже перешла на вот этот гребешок, думала, ну здесь полегче. Сейчас. Та же фигня, тут также точно ты, ну, конечно, здесь уже не по 5-6, а по 10-12, но все равно 10-12 этих крестиков отшил, поменял. Ну и вот здесь еще будет у меня немножко трэша, вот это зелененькое, это листик здесь сейчас без бэка не очень понятно, но это будет листочек здесь внутри. И я, конечно, очень уже жалею сейчас, что я не делала бэк по ходу, потому как сейчас, когда я вытерла все крестики, я вижу, сколько там бэка. И вот я, когда шила вот этот мак, я вот здесь пропустила 2 крестика. Нет, 3 крестика. И я хоть вот эти вот 3 крестика, я не знаю, я хоть убей, я их искала. Может, они белым вышиты. Я подумала, ладно, когда я буду делать бэк, наверное, я все-таки вот здесь буду эти лепестки обводить этим бэком, и я приближусь к этому, и я пойму, какой цвет здесь надо, потому что, ну, здесь же тоже, видите, каша еще так. Вот такие продвижения по петуху. Отшила я за эти 3 дня 1000 крестиков, чему я несказанно рада, потому как, ну, моя скорость вот такая. И я для себя поняла, что надо вводить систему. Вот, допустим, я взяла этот дизайн, отшить 1000 крестиков и тогда переходить к другому, потому что вот это, да, ну я там сейчас чуть-чуть вышиваю, ну сколько вышью и столько вышью, это не работает. Так вообще расслабляешься. Вот в первый вечер, когда я взяла этого петуха, я такая думаю, ну ладно, сколько вышью, столько и вышью. Ну и вышло 150 крестиков. Ну, конечно, еще такая вышивка, но тем не менее. Все-таки надо какие-то ставить цели и их достигать, потому что по-другому оно как-то очень все расхлябано, потом ты вообще расслабляешься и забиваешь на все это. И это, знаете, кто меня этому выучил? Моя собачка. Потому как моя собачка, она вообще девочка непослушная, балованная, ну, щенок, понятное дело, тоже. И с ней надо очень сильно заниматься. Спасибо Танечке из Одессы, она мне дала кинолога Вику. Вика тоже живет в Одессе, и она проводит приватные
лекции онлайн. И мы уже прошли 3 урока с Викой, и я очень довольна. Я уже даже вижу результаты, и это земля и небо с тем, что ко мне вот это приходило, что я жаловалась вам. Поэтому почему она меня научила этому? Потому что здесь надо система. Чтобы с ней заниматься, надо не оставлять это по течению, не плыть. Утром встал, ты занимаешься, делаешь обязательно упражнения с ней, которые дают на прогулке. Ты выходишь, ты должен выйти, ты должен сделать эту прогулку, должен сделать все эти упражнения. И потом, и когда ты это делаешь регулярно, постоянно и с какой-то целью, то у тебя это получается. А так, знаете, вот и во всем остальном также точно. Кроме этого, я еще подстриглась, и, подстригла она меня хорошо, мне понравилось, коротковато немного, но тем не менее. Я не об этом, я хочу что сказать. Знаете, когда вас подстригут, а потом зеркалом вам показывают сзади, как вас подстриглись, со всех боков, чтобы вы все видели. И я как посмотрела на себя, я себе такую холку отрастила. Это не то, что холка, это там какая-то гора Монте-Дженни розового. И я пришла в шоке, я такая расстроенная, не из-за того, что меня плохо подстригли, меня хорошо подстригли, а из-за того, что мало того, что я сутулюсь, я всю жизнь борюсь с этой сутулостью, я всю жизнь то плаванием занималась, в детстве я занималась плаванием, я до кандидата в мастера спорта доплавалась. Потом в институте я тоже плавала там за всеми видами спорта, какие возможно я занималась. И в теннис я играла, и в волейбол, и в баскетбол я играла. Короче говоря, я всю жизнь боролась с этой сутулостью. Как говорится, не будем говорить, чем это. Никак оно что-то не помогает мне. А сейчас я последнее время что-то вообще тупо забила на все. Это, какая-то лень. Я думаю, люди стареют не от того, что они возрастом много у них лет, а из-за того, что они становятся ленивыми. Вот я становлюсь ленивой, мне неохота заниматься. Если я раньше в спортзал в припрыжку бежала, мне так нравилось, я любила заниматься, я любила всю эту атмосферу, эти курсы все и все. Сейчас я себя просто заставляю. Как одна приятельница сказала, это просто вопрос необсуждаемый. Я знаю, что я должна идти в спортзал, я иду в спортзал. Я не думаю, надо мне, не надо, хочу я, не хочу, я просто иду. Вот это надо вот так делать. Одним словом, что делать с холкой? Я ж пришла в расстроенных чувствах. Давай в YouTube искать сразу себе упражнения от того, чтобы от нее избавиться. Нашла там комплекс, там всего 3 упражнения, и не очень сложные. Если хотите, я вам оставлю его внизу, там у кого такая проблема может присоединяться ко мне. И они говорят, что в этом видео доктор как-то Длин, что-то на блин похожее. И он утверждает, что в течение недели вы заметите результаты, как будет уходить холка, и вы даже перестанете сутулиться. Я думаю, о, чудо чудное. И вот теперь я уже 2 дня занимаюсь этой зарядкой. Она быстренькая, поэтому удобно. Она там занимает тебе минут 10 максимум, даже, наверное, меньше. И зачем я это говорю, скажете вы мне в вышивальном видео. Так как у меня не только вышивальное видео, а и также про жизнь я вам тут рассказываю. Я вам специально это говорю, чтобы потом вы мне задавали вопросы, как там дела, зарядку все еще делаешь? И мне бы стало стыдно, если я вдруг ее не буду делать, я хочу ее делать. И так я, может, буду более ответственной. Вот такие дела. На этом про петуха и про сутулость закончим.
И что же мне хочется сегодня? У нас очень жарко, и поэтому я сейчас вышиваю только днем, когда мы прячемся от этой жары в доме. В доме еще держится прохлада. У нас старый дом, поэтому у нас нету кондиционеров, но и без кондиционеров там очень хорошо держит. Ночью открываем, к счастью, мы живем на горе, и ночью у нас свежо, и все это проветривается, запускается свежий воздух, и днем это все закрывается, и потом в доме достаточно прохладно и очень приятно. И вот днем я вышиваю, утром я занимаюсь с Лулу, а вечером у меня вышивать не удается, хотя можно бы посидеть на уличке, там повышивать, очень классно, у нас до 9 светло, прекрасно. Но так как целый день мы сидим спрятанные в доме, потому что на улице вообще невозможно находиться, то вечером я делаю там все дела в саду, поливать цветы, поубирать в саду, поубирать там что-то отцвевшее. Ну, короче, вы сами понимаете, у кого есть сад, огород, они знают, что там работы всегда дофигища. И ее нельзя доделать, ее можно просто прекратить. Так что вот такие дела. Что это мне на поговорить потянуло? Ну, ладно, я думаю, вы повышивали, пока я тут трепалась. А сегодня мне хочется взять зачарованный домик, и я хочу все-таки, он уже там на финишной прямой, там осталось немножечко рамочки и бэкстич. И я хочу это, конечно, доделать, и чтобы у меня в июне хоть один финиш был. Ну, увидимся в следующем включении и посмотрим, что мне удалось вышивать на домике. И вот на домике мне удалось, ну, неплохо, на мой взгляд, повышивать. Я закончила рамку. Здесь у меня была незаконченная рамка. Я начала во всех углах, вот я вышила розочки и листочки. Я потом зашила, вот здесь был кусок, вот здесь кусок был. Мне вот еще осталось вот здесь небо зашить немножко. Вот эти остаются незашитые части. Я уже с этим разобралась. И осталось мне разобраться вот здесь. Так как у меня прогресс не сохранен, потому как уже говорила 150 раз, слетела сага. И вот разобраться вот здесь. Какие вот здесь эти... Надо что-то зашивать, не зашивать, я не знаю. Потому что здесь, видите, вот такие кусочки не зашитые совсем. А здесь с этой кашей тоже как бы сложновастенько. Ну, не то, что сложновастенько, но надо будет посидеть, посмотреть повнимательнее. Ну и хочется мне, естественно, все это закончить. Осталось мне, как вы видите, закончить здесь розы, но это попроще. Закончить небо тоже. Здесь, по-моему, полукрест. Тут вообще вот быстренько это все зашивается вот каким-то более темным цветом, насколько я помню. Ну и вот здесь посидеть. И бэк. И бэка здесь довольно-таки прилично. Но я надеюсь, я это одолею. Не знаю, насколько быстро, но да. И я уже потираю в предвкушении ручки, что я закончу эту работу и начну. У меня есть летний Миника Dimensions, и мне его тоже очень хочется начать. И, ну, начну только после того, как закончу домик. Вот. Такая красота необыкновенная получается. Действительно волшебный этот домик. Нравится мне он очень. Объем здесь 3D-шный. Ну все. Мне в нем нравится все, даже нечем и говорить. Вот ты видишь, что эта дорожка идет туда вглубь, эта дверца туда идет вглубь. Вот там вдалеке здесь будет бэкстич, это будет понятно, что тут заборчик. Ну класс, вообще просто замечательный. Конечно, я немного вышивала Dimensions, всего 2, бабочку и зимний этюд. Ну и то, что я вышила, я осталась в восторге, и понятно, что прекрасная работа. И
Пока из последнего мне ничего не приглянулось, но надо вышить тоже то, что есть. Есть у меня Dimensions полочка французская, там с тюльпанами, которую я думала начать этой весной, но так и передумала. Потом у меня что-то этот летний сюжет, что мне очень хочется вышить. Но его я начну однозначно. И еще мой подарок, welcome, зимний сюжет. Так что есть пока что вышивать, и там посмотрим, что мне еще пригодится. И у меня же I Love Teddy, но это я покупала Classic Design, но дизайн-то Dimensions, тоже он великолепный. Ну вот, пока вместе все. Вот все, что у меня происходило на этой неделе. Я надеюсь, вам видео понравилось. Пишите свои комментарии. Давайте общаться, как обычно я вас приглашаю. И до следующего видео. Всем пока-пока.